Есть вещи, о которых не рассказывают даже на исповеди. Эту историю я не собиралась включать в канал вообще. Слишком близко. Слишком много живет людей. Слишком много деталей, которые до сих пор небезопасно звучат. Но прошло 20 лет. И я решила, пора. Вена. Осень 2002. Я уже 8 месяцев как жена Клауса Вайнера. Австрийский паспорт в кармане. Дом в Хитцинге. Все тихо. Все правильно. Я думала, меня больше не заботит. Я выпала. Конверт. Это началось не с угрозой. Началось с конверта. Однажды в пятницу утром я вышла за хлебом, обычный маршрут, 10 минут пешком до булочной на Карл-Маркс-штрассе. Я вернулась, и консьерж нашего дома, пожилой австриец Герхард, который работал там 20 лет и знал каждого жителя в лицо, протянул мне белый конверт. Сказал, принесли утром. Мужчина. Не представился. В конверте только мое имя. По-русски. Я дошла до лифта и только там вскрыла. Внутри фотография. Черно-белая, распечатанная на обычном принтере. Я на рынке. 3 дня назад. В профиле. Снята издалека, но четко, профессионально. И внизу от руки написано по-русски 3 слова. «Мы тебя помним». Я простояла в лифте не знаю сколько. Двери открывались и закрывались. Открывались и закрывались. Цыган. Имя «Цыган» я слышала еще в Москве, краем уха, в разговорах Максима, которые я старательно не слушала. Настоящее его имя никто не знал или делал вид, что не знают. Цыган и все. Румын по происхождению, живший попеременно в Венеции, Бухаресте и Праге. Не русская братва, а другой уровень, другая структура. Европейский криминал со старыми достижениями и долгой памятью. Он занимался тем, чем занимаются люди, когда деньги давно перестали быть целью и стали просто говорить о власти. Максим был ему должен. Я это поняла позже, уже в Венеции, но уже слишком поздно. Через неделю после конверта мне позвонили. Голос был мягкий, почти ласковый, с легким восточноевропейским акцентом. Он назвал меня по имени-отчеству. Сказал, что хочет просто поговорить. Сказал ничего страшного, просто старый долг, просто разговор. Сказал адрес и время. Я не пошла. На следующий день Клаус не вернулся домой вовремя. Впервые за 8 месяцев брака. Он позвонил в 10 вечера, сказал ровным голосом, задержался на встрече. Но я слышала фон. Слышала чужой голос. Слышала, как он говорит, чуть выше обычного, как говорят люди, когда рядом кто-то, кому не нужно знать содержание разговора. Я пошла навстречу уже на следующий день. Склад в Семеринге. Адрес привел меня в промышленный район, Меринг, Восточная Вена, старые заводские кварталы, длинные серые заборы, редкие фонарики. Я приехала на такси. Попросила водителя пройти, он посмотрел на выход и сказал, что подождет 15 минут, не больше. Внутри склада высокие потолки, запах машинного масла и старого бетона. 3 человека. 2 у стен, молчащие, с особой неподвижностью, которая существует только у людей, которым платят за неподвижность. И он. Цыган оказался неожиданным. Невысокий, худой, лет 60. Хорошо одет, дорогое пальто, тихие туфли. Лицо умное, усталое, с глубокими складками во рту. Он сидел на деревянном стуле, как на троне, и смотрел на меня с выражением человека, у которого есть весь день. «Вера», — сказал он по-русски, без акцента. Наконец, он говорил спокойно. Объяснял. Максим взял деньги под операцию, большие деньги, переброска груза через польскую границу.
Операция провалилась. Максима больше нет. Но деньги остались долгом. А долги, сказал цыган, не умирают вместе с людьми. Он не угрожал прямо. Он просто объяснил, как устроен мир. Я сидела напротив него и думала об одном – Клаус. Они добрались до Клауса. Они используют его как рычаг. Я спросила, сколько. Он назвал сумму. В евро. Сумма, которой у меня не было и не могла быть. Я сказала, мне нужно время. Он улыбнулся первый раз за весь разговор и сказал, конечно. 2 недели. Алёша. Я вышла со склада, такси еще стояло, водитель нервно курил снаружи. Я села в машину и только тогда почувствовала, что не дышала последние полчаса. Именно тогда я его увидела. Через дорогу от склада строительная площадка, освещенными прожекторами. Несколько рабочих завершили смену. Один из них, высокий, широкоплечий, лет 25, нес на плече мешок с цементом и смотрел на меня. Не так, как смотрят на женщину, иначе внимательно, с пониманием, как видел, откуда я вышла и что это значит. Наши глаза встретились на секунду. Потом я уехала. На следующий день он стоял у ворот нашего дома. Я вышла утром, он был там. В строительной куртке, руки в карманах. Сказал по-русски, тихо, без предисловий. Я знаю, кто там был. Я знаю, кто такой цыган. Меня зовут Алёша. Алексей Громов. 24 года, из Челябинска. Приехал в Вену на заработок 1,5 года назад, стройка, наличные, никаких вопросов. До этого бокс, международные соревнования, был перспективным, пока не сломал руку на тренировке. Рука срослась, но карьеры нет. В Вене он случайно оказался втянут в историю с людьми цыгана не по своей воле, по глупости одного знакомого. Он выпутался, но 3 детали. Знал людей. Знал, как они работают. Я спросила, зачем он пришел. Он помолчал. Потом сказал, это то, что вы выдвинули сами. Большинство не осталось. 2 недели. Я не буду рассказывать все. Некоторые детали до сих пор не моя идея. Алёша знал человека, бухгалтера, который работал с людьми цыгана и давно хотел выйти. У бухгалтера были документы. Не компромат, хуже. Финансовые схемы, имена, счета. Материал, который при попадании в нужные руки мог бы создать цыгану проблемы несравнимо больше, чем один невозвращенный долг. Это был единственный вариант, который был лучше денег. 14 дней мы работали, Алёша, я и этот бухгалтер, которого я видела дважды и чье имя не знаю до сих пор. Встречались в разных кафе, никогда не происходило в одном месте. Я перевела с русского на немецкий и обратно. Алёша ответил то, что он называл спокойно и без пафоса, чтобы нас не трогали пока. Я не спрашивала, как именно. На 14-й день Алёша передал через посредника пакет документов, цыгане с коротким сообщением, долг считался закрытым. В случае каких-либо действий в отношении Веры Вайнер или ее мужа, копии будут отправлены по адресам. Ответа не было 3 дня. На 4-й день тишина. Просто тишина. Которая, когда знает, что за ней стоит, звучит громче любых слов. После. Клаус так ничего и не узнал. Или сделал вид, что не узнал, я до сих пор не знаю, что из этого правда. Алёша уехал из Вены через месяц. Сказал в Мюнхене на другую стройку. Мы выпили кофе на вокзале. Он был немногословным человеком, из тех, кто делает и не думает. Я сказала спасибо. Он появился, как будто это было что-то обычное. Я спросила напоследок, зачем он все это сделал для незнакомой женщины. Такой риск, он задумался, потом сказал: «У меня дома мать одна. Если бы так с ней, я бы хотел, чтобы кто-нибудь помог».
Поезд ушел. Я стояла на перроне и думала, вот так выглядит настоящее. Некрасиво. Не романтично. Просто человек помог человеку. И уехал. Цыган исчез из моей жизни так же тихо, как появился. Я слышала потом, через несколько лет, краем уха, что его взяли в Бухаресты. Или не приняли, или взяли другого. В истории такие концы редко бывают четкими. Я часто думаю об Алёше. Где он сейчас, не знаю. Мюнхен, другой город, другая стройка. Может, домой вернулся в Челябинск. Может, живет где-то в Европе, завел семью, стал кем-то совсем обычным. Я надеюсь, стал. Он получил экологический статус. Иногда думаю, в моей жизни было несколько человек, которые помогли мне выжить. Светка с 6000 рублей. Малгожата с чашкой чая. И Алёша с тем, что он сделал молча и уехал, не оглядываясь. Ни один из них не просил ничего взамен. Это, наверное, и есть, как открываются люди. Я встречала их редко. Но именно они держали меня на поверхности, когда я тонула. Это была 3-я исповедь. Я Вера Ланская. Следующая история о том, как я наконец решила вернуться в Россию. И о том, что меня там ждало. Некоторые двери лучше не открывать, но я открыла.